Фармакологическое действие. Ципролет является антимикробным препаратом, оказывает быстрое бактерицидное действие на микроорганизмы, находящиеся как в стадии покоя, так и размножения, и нарушает нормальную кишечную и вагинальную микрофлору. Показания. Неосложненные и осложненные инфекции, вызванные чувствительными к ципрофлоксацину микроорганизмами. Взрослые. Инфекции дыхательных путей, инфекции среднего уха, придаточных пазух, особенно если эти инфекции вызваны грамотрицательными микроорганизмами. Инфекции глаз, инфекции почек и мочеуводящих путей, инфекции половых органов, включая адниксит, гонорею, простатит, инфекции брюшной полости, бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, перитонит, инфекции кожи и мягких тканей, сепсис, инфекции или профилактика инфекций у пациентов со сниженным иммунитетом, пациенты, принимающие иммунодепрессанты или пациенты с нейротропенией, селективная деконтаминация кишечника у пациентов со сниженным иммунитетом, профилактика и лечение легочной формы сибирской язвы, профилактика инвазивных инфекций. Необходимо принимать во внимание действующее официальное руководство о правилах применения антибактериальных препаратов. Способ применения и доза. Доза ципролета зависит от тяжести заболевания, типа инфекции, состояния организма, возраста, массы тела и функции почек. При неосложненных заболеваниях почек и мочевыводящих путей назначают по 250 мг 2 раза в сутки, а в тяжелых случаях по 500 мг 2 раза в сутки. При заболеваниях нижних отделов дыхательных путей средней тяжести по 250 мг 2 раза в сутки, а в более тяжелых случаях по 500 мг 2 раза в сутки. Для лечения гонореи рекомендуется однократный прием препарата ципролет в дозе 250-500 мг. При гинекологических заболеваниях, энтеритах и колитах с тяжелым течением и высокой температурой, простатитах, остеомиелитах назначают по 500 мг 2 раза в сутки. Для лечения обычной диареи можно применять в дозе 250 мг 2 раза в сутки. Таблетки следует принимать натощак, запивая достаточным количеством жидкости. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, но лечение всегда должно продолжаться как минимум еще 2 дня после исчезновения симптомов болезни. Обычно продолжительность лечения составляет 7-10 дней. Противопоказания. Повышенная чувствительность к ципрофлоксацину или другим препаратам из группы вторхинолов, а также вспомогательным веществам. Одновременное применение ципрофлоксацина и тизанидина из-за клинически значимых побочных эффектов, гипотензия, сонливость, связанных с увеличением концентрации тизанидина в плазме крови. Особые указания. При лечении тяжелых инфекций, стафилококковых инфекций и инфекций, обусловленных анаэробными бактериями, ципрофлоксацин следует использовать в комбинации с соответствующими антибактериальными препаратами. Побочные действия. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей. Нечасто. Сыпь, зуд, крапивница. Редко. Фотосенсибилизация. Образование волдырей. Очень редко. Петехии. Мультиформная эритема малых форм. Узловатая эритема. Синдром Стивенса-Джонсона. Злокачественная эксудативная эритема. В том числе потенциально угрожающий жизни. Синдром Лайелла. Токсический эпидермальный некролиз. В том числе потенциально угрожающий жизни. Частота неизвестна. Острая, генерализованная пустулезная экзантема. Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани. Нечасто. Артралгия. Редко. Миалгия, артрит. Повышение мышечного тонуса. Мышечные судороги. Очень редко. Мышечная слабость. Тендинит. Разрыв сухожилий, преимущественно ахилловых. Обострение симптомов миостении. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей. Нечасто. Нарушение функции почек. Редко. Почечная недостаточность. Гематурия. Кристаллурия. Тубулоинтерстициальный нефрит. Общие расстройства и нарушения в месте введения. Часто. Реакции в месте инъекции. Нечасто.
Болевой синдром неспецифической этиологии. Общее недомогание, лихорадка. Редко. Отеки, потливость. Гипергидроз. Очень редко. Нарушение походки. Условия хранения и срок годности. Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 градусов. В недоступном для детей месте. Срок годности 3 года.